Приветствую, друзья! На сегодняшнем занятии у нас речь пойдет о функции смещения, а также ее взаимодействии с функциями поиск позиции и функциями счет значений. Первое, что мы должны понимать, функция смещения может работать как в положительную сторону, так и в отрицательную. Для того, чтобы сместиться с ячейки B8, у нас есть 4 аргумента. Первый аргумент – это ссылка, то есть стартовая ячейка, откуда начинается смещение. Далее у нас идет смещение по строкам. Для того, чтобы сместиться к оранжевой ячейке, мы считаем по строкам 1, 2, 3. То есть 3 строки. Смещение по столбцам 1. Ну и, соответственно, высота и ширина 1. Закрываем ячейку, получаем результат. Да, то есть мы считаем без строки для смещения 1, 2, 3. И, соответственно, без столбца 1. Окей, далее у нас идет сместиться на оранжевую ячейку с ячейки, соответственно, которая находится в правом нижнем углу. Это ячейка F13. Далее смещение по строкам это минус 2. То есть, чтобы нам смещаться вверх, мы должны брать отрицательные значения. И, соответственно, смещение влево минус 3. Высота и ширина также 1, 1. Окей. И для того, чтобы сместить диапазон, нам необходимо выделить такой же диапазон по величине, написать функцию смещения, сделать стартовую ячейку, допустим, ячейка B8, смещение по строкам до первой строки 2, соответственно, смещение по столбцам 1, 2, 3, соответственно, 3. Высота 2 и ширина 2. Нажимаем Ctrl-Shift-Enter, это ввод формулы массива. И, соответственно, получаем результат. Окей. Теперь поставьте видео на паузу. Напишите комментарий с словосочетанием функция смещ, смещ в Excel, Excel смещ. Да, поставьте лайк, подписывайтесь на канал. Спасибо большое. Далее мы перейдем к более сложным задачам, в которых нам необходимо будет найти определенную позицию смещения строк. Это можно сделать при помощи функции поиск позиции. По принципу смещ, стартовая ячейка это номер, получается, продажи, точка с запятой. Нам необходимо посчитать сумму продаж с 1 по 14. То есть у нас есть номер продажи и, соответственно, сумма реализации. Для этого мы пишем смещение по строкам, функцию поиск позиции, искомое значение единица, где у нас будет происходить поиск в данном диапазоне. И, соответственно, тип сопоставления 0. Тем самым мы получим смещение по строкам. Далее нам нужно найти смещение по столбцам. Для этого мы считаем столбцы до реализации. 1, 2, 3, соответственно, 4. Смещение по строкам 4. Высота смещаемой области это, по сути, тот диапазон данных, которым нам необходимо просуммировать. Для этого мы берем от большего значения отнимаем меньшее и плюсуем плюс 1, так как у нас значение включительно с ячейкой, в которой находится 4. И, соответственно, ширина 1. Чтобы это все просуммировалось, нам необходимо написать функцию сумма, да, и нажать Enter. Таким образом у нас получится результат. Если мы проверим этот результат, да, у нас будет все с точностью до рубля. Также можно увеличить, уменьшать диапазон, но он автоматически будет пересчитываться. Функция смещ вообще используется для придания большей гибкости нашим инструментам в Excel. То есть у нас может увеличиваться диапазон, уменьшаться. Это поможет нам более гибко, да, с меньшими усилиями добиваться тех результатов, которые раньше, да, мы затратили большие ресурсы. Задача номер 3 заключается в следующем. Нам необходимо определить сумму за крайний месяц и, соответственно, за 2 крайних месяца. Для этого мы пишем функцию сумма. Да, вовнутрь мы вкладываем функцию смещ. Функция смещения, да, у нас возвращает диапазон, который мы будем суммировать. Далее, начальная позиция, номер продажи. Смещение по строкам у нас будет 1, да, потому что нам нужно посчитать весь диапазон. Соответственно, смещение по столбцам мы можем найти при помощи функции счет значений. Функция счет значений считает все значения, находящиеся в данной области. Обратите внимание на то, что
Здесь я диапазон беру с ячейки C9. Да, не с ячейки B9, а с ячейки C9. Закрываем. Далее, высота. Высота также может определяться с помощью счет значений. Да, и выделяем перечень. Если, допустим, у нас диапазон может постоянно расти, мы можем заранее, да, увеличить, допустим, не C22, а C100. Да, и, соответственно, когда у нас будет вырастать этот диапазон, он будет просчитываться вниз, будет увеличиваться высота диапазона для суммирования, и, соответственно, формула не будет ломаться. Далее ширина. Ширина у нас один столбец. Окей. Да, то есть сумма за крайний месяц у нас получилась в данном случае 28 675. Как и указано было в примере. Далее, для того, чтобы найти сумму за два крайних месяца, по сути, нам необходимо сделать то же самое, только указать теперь отрицательную ширину. В тот момент, когда мы даем отрицательную ширину, да, то есть если мы обычно даем, у нас смещается вправо-вверх, а если мы даем отрицательную, у нас смещается влево-вниз. Да, то есть если мы поставим высоту минус 1 и минус ширину минус 1, она, соответственно, будет смещаться влево. В данном случае нам нужно за два крайних месяца. Если в первой формуле мы исправим на 2, у нас все равно будет значение, да, не изменится, потому что она не понимает, как нам нужно сместить диапазон назад или вперед, чтобы это все посчитать. Окей, пишем функцию смещ внутри суммы. Первый у нас это стартовая ячейка. Дальше у нас необходимо смещение по строкам. Также остается единица. Смещение по столбцам нам необходимо определить за два крайних месяца. Значит, мы также делаем счет значений. Диапазон выделяем с ячейки C3. Далее, высота диапазона мы определяем также при помощи счета значений. Также данная функция может заменяться просто счет. Да, опять-таки, если в диапазоне мы знаем, что находятся только цифры, как в данном случае. Сейчас мы ее заменим. И, соответственно, ширина мы ставим минус 2, тем самым даем смещение в обратную сторону. Проверяем. Видим 55, 135. Допустим, если вот этот месяц мы возьмем, сотрем, да, она у нас автоматически пересчитается. Это очень удобно, когда мы имеем дело с большими таблицами, потому что нам нет необходимости каждый раз перестраивать таблицу. Да, она у нас автоматически расширяет диапазон, суммирует, тем самым у нас получается отличный результат. С вами был Полянский Алексей. На сегодняшнем занятии мы рассмотрели функцию смещения, которая может смещать как одну ячейку, так и диапазон ячеек. Это очень удобно, да, совмещать с функциями счет z, да, и, соответственно, функции поиск pos. Теперь поставьте это видео на паузу, напишите комментарий со словами функция смещения, смещение Excel и Excel смещ. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Всего вам доброго, до следующей среды. Пока!